Однажды ночью мы видим друга Канами, Хамунду, бегущего по улицам так, как будто за ним стоит психопат, и что же оказывается, так оно и есть на самом деле. Это мохнатый урод в шлеме-талисмане медведя, который гонится за ним с ножом. Хамунда задается вопросом, к кому он может обратиться за помощью, и думает о своем друге Кете, но потом говорит, что не может доверять ему в достаточной степени. Поэтому вместо этого звонит Канами. Но, к сожалению, он заходит в тупик, и пушистая роса настигает его. Он пытается сопротивляться вместо того, чтобы обмочиться, и бросает в него кучу резаков для бумаги, как какой-нибудь детсадовец, а пушистый парень просто уворачивается от лезвий. А затем перерезает ему шею как профессионал. После этого он просто стоит и смотрит на свой новый бас, который только что получил навык, разинув рот и потеряв его. На следующее утро мы видим, как Канами просматривает несколько крутых подержанных тяжелых велосипедов в интернете, удивляясь своей сломанной заднице и пустым карманом. Как раз в этот момент к нему подходит его друг Йода и спрашивает, видел ли он уличное искусство за пределами станции. Он говорит, что в последнее время его уличные рисунки с пикселизированными контурами тел стали появляться повсюду в Сибуе, и люди говорят, что это уже не имеет значения. Он показывает ему несколько фотографий и думает, как это было жутко и интересно. Как раз в этот момент заходит их друг Хироюки и спрашивает, не видели ли они где-нибудь мертвую задницу Хамунды. Они говорят, что возможно он отсутствует, а потом спрашивают его, как они с Хамадой получили свои новые велосипеды. И есть ли у них где-нибудь приятная работа на неполный рабочий день. Хироюки говорит, что ничего подобного нет, и просит их дать ему знать, если они где-нибудь увидят Хамаду. Как раз в этот момент Канами говорит, что прошлой ночью он получил от него какое-то странное уведомление и решил проверить его прямо сейчас. Он видит, что это ссылка для скачивания какой-то бесплатной мобильной игры, и мгновенно открывает ее как настоящий ботаник. Игра называется «Игра Дарвина», и они задаются вопросом, может быть, Хамада просто подсел на нее и поэтому прогуливает школу. Зная, в чем дело, Хироюки поворачивается и говорит Канами, чтобы он не открывал приложение, и как типичный ведущий игрок-легенд. Он решает сделать прямо противоположное и запускает игру. Внезапно из экрана вылезает змея и кусает его за шею, а Канами падает на землю, как какой-нибудь НПК Dragon Ball Z. Тем временем на экране мобильного телефона появляется сообщение о том, что он был подтвержден в качестве нового игрока, и что его друг Хамада уже мертв, и игра начнется через час. Его друзья отнесли его тупую задницу в лазарет и уложили на кровать. Он немного поспал и вскоре пришел в себя. Медсестра говорит ему, чтобы он возвращался в класс, если чувствует себя хорошо, но он говорит, что чувствует себя ужасно, и заполняет заявление на досрочный отпуск. После этого он выходит на улицу и встречается с Хироюки и Йодой, которые тоже планируют покинуть класс. Йода предлагает им пойти в караоке, но Хироюки подходит вплотную к Канами и говорит, что он хочет обсудить что-то серьезное по поводу игры, которую прислал ему Хаманда, и что он придет, чтобы встретиться с ним у него дома сегодня вечером. Канами интересно, что говорит его маленький босок, но он молчит и позволяет ему уйти. После этого он отправляется наслаждаться днем вместе с Йодой. Позже, в тот же день, когда он ехал на поезде домой, он решает сделать самое тупое дерьмо, которое только мог сделать, и открывает игровое приложение, делая прямо противоположное о том, о чем его друг буквально предупреждал его всего пару часов назад. Он видит своего персонажа Чиби на экране и говорит, что он просто поднял шум из-за этого, и это всего лишь обычная игра. Счетчик его сражений и побед показывает красный 0 с кнопкой «Пуск» внизу. Он нажимает на нее, выстраивается в очередь и мгновенно становится в пару с психопатом, пушистым убийцей бандой. Катана Мэй узнает в этом пушистом чуваке талисмана местного бейсбольного клуба и удивляется, как в игре появились его имя и аватар, если он еще даже не создал учетную запись. Именно в этот момент он оборачивается и видит настоящего банду, сидящего напротив него на стуле с ножом в руке. Он встает и начинает подкрадываться к нему как ползучий, а затем сильно атакует Канами своим ножом. Канами уклоняется в сторону и спрашивает, что он делает, но банда просто продолжает атаковать его, не говоря ни слова. Канами блокирует его нож своей сумкой, а затем пинает его в ответ, прежде чем убежать, спасая свою жизнь и сойти с поезда. Он бежит в ближайший полицейский участок и говорит офицеру, что этот урод пытался его убить. Полицейский думает, что он ударил его и пытается остановить банду, но тот говорит ему, что он просто пушечное мясо, и убивает его одним ударом. Затем он подходит и наносит завершающий удар Канами, но внезапно получает пулю из арбалета в спину. Оказывается, это Хироюки стоит позади него с оружием в руках. Он говорит Канами, что выиграет матч, если сумеет убежать от убийцы или у него закончится таймер на экране. Бэмби использует дзюцу невидимости и исчезает со сцены, словно сплетая светскую жизнь. Но Хироюки велит ему сделать шаринган и всаживает еще одну стрелу в его шлем. Банда удивляется, и его невидимость исчезает, но затем он бросается прямо на него как сумасшедший и вонзает нож в живот. Канами поднимает Хироюки на руки и уходит, чтобы отвезти его в скорую помощь. Он спрашивает его, что происходит и как банда стал невидимым, и Хироюки объясняет, что это должно быть сила его символа и что это игра Дарвина. Затем Канами отводит Хироюки на автостоянку, где они прячутся от этого садистского пушистого талисмана. Он пытается вызвать скорую помощь, но Хироюки говорит, что, находясь в игре, он не может звонить или отправлять сообщения кому-либо за пределами игры. Они оба сидят там и наблюдают, как банда ищет их поблизости. Когда два игрока
игрока участвуют в матче, их экраны показывают положение друг друга, что примерно облегчает убийце поиск своей жертвы. Банда в конечном итоге сужает свое местоположение до здания парковки и заходит внутрь, в то время как наши парни прячутся. Канами получает сообщение от некой Шуки, которая говорит ему, что она может помочь ему, если он захочет. Хироюки говорит ему, чтобы он убежал и оставил его здесь, и что он будет в гораздо большей безопасности, если его задницу можно будет найти подальше от него. Услышав это, Канами сбегает вниз и показывает себя банде, а затем бегает вокруг, заставляя его гоняться за ним, как в какой-то пародии на Looney Tunes. В конце концов он уходит от банды в ванную, где прячется в шкафчиках. Банда заходит в комнату, говорит психопатка-мать и вытаскивает из кармана пистолет. Он говорит, что получил его от полицейского чуть раньше и начинает стрелять по всем киоскам внутри. Но как раз в этот момент Канами разыгрывает обратную карту Уна, прыгает на него сзади с огнетушителем и толкает его на землю. Затем он садится на него сверху и начинает бить кулаками, но банда сбивает его с ног одним ударом в лицо, а затем начинает приближаться к нему со своей нож и невидимость включены. Канами думает, что с ним покончено, но в этот момент включается сюжетная броня. И Трак-кун отправляет своего маленького кузена Каркуна на пару идиотов, которые врезаются в невидимого пушистого урода и отбрасывают его обратно к стене. После этого они думают, что должно быть сбили кого-то и просто уезжают в спешке. Как только НПС уходит, Бама снова становится видимым и показывает, что он проиграл. Экран Канами подтверждает этот факт, а затем он видит, как Банна исчезает кусочек за кусочком, как какая-то пиксельная виртуальная реальность. Когда он говорит, что ему было весело играть в эту игру, в отличие от его дерьмовой работы, и исчезает со сцены, оставив после себя неровный контур тела там, где он умер. После этого Канами вспоминает, что у него внизу умирает друг, и бежит к нему, одновременно вызывая скорую помощь. Но когда он добирается до места, то видит только очертания тела и понимает, что Хироюки умер. Именно в этот момент он получает свое последнее послание, в котором говорится, что он должен выжить. Где-то на крыше светловолосая девочка Шупа получает уведомление о том, что ее друг по игре Канами победил банду, и говорит, что ей очень хочется поиграть в эту игру вместе с ним. На следующее утро Канами просыпается у себя дома и читает логи своего игрового аккаунта. Там написано, что он выиграл рейтинговый матч и заработал 10 очков. Кроме того, он занимает третье место в рейтинге D, и его жизнь по-прежнему несчастна, но он открыл функцию гача. Читая это слово, он на мгновение вспоминает Мангольд, а затем пробует свои силы в редком гаче на 1 очко и выигрывает пистолет с 2 звездами. Внезапно ему в квартиру забрасывают посылку от Amazon. Он открывает коробку, находит в ней пистолет и удивляется, насколько запутана эта игра. Афидати разговаривает с Шукой по тексу, и они решают встретиться ночью на заброшенном складе, где она расскажет ему о деталях игры. Сначала он скептически относится к тому, чтобы идти туда, но все равно решает пойти, иначе он никогда ничего не узнает об игре. Он оставляет свой пистолет дома, но тратит все свои карманные деньги на рюкзак, полный инструментов для самообороны. Тем временем несколько игроков из 8-го клана вытирают пол с несколькими членами якудзы и полностью уничтожают их, убивая всех, включая их босса. Похоже, они расследуют недавние случаи смерти игроков, и один из них все еще остается неясным в их деле. Позже тем же вечером Канами встречается с Шукой на складе, и она позволяет ему задать один вопрос, прежде чем полностью довериться ему. Он попросил ее рассказать, как выйти из игры, но она говорит, что пока единственный способ выйти из игры – это либо умереть, либо умереть. Выиграй его полностью. Он думает, что все это чушь собачья, но она говорит, что не она устанавливала правила и что она тоже всего лишь игрок. После этого она начинает задавать ему вопросы в ответ и спрашивает о его символе. Она говорит, что когда новый игрок начинает игру, его кусает змея, которая наделяет его уникальными эволюционными способностями, позволяющими ему играть в эту игру. Даже если они не знают, когда это произойдет, они должны быть в состоянии использовать это естественным образом, и это также говорит ему об этом на экране. Канами проверяет свой экран на наличие названия своего знака, но там только написана ошибка, в котором Шука говорит, что она не может доверять кому-то, кто даже не знает их символ. После этого она планирует напасть на него, но Канами ослепляет ее фонариком и начинает убегать, спасая свою жизнь. Он бросается к выходу, но Шука закрывает дверь с помощью пульта дистанционного управления, а затем нападает на него сзади с помощью модифицированной цепи. Канами убегает и прячется за какими-то трубами, но затем Шука включает все огни и выбегает на открытое место. Он пытается проверить все выходы, но все они оказываются запертыми. Шука говорит, что ему больше некуда бежать. Она говорит, что была с ним помягче, чтобы он мог показать ей свой знак, но похоже, это будет разочарованием, и решает прикончить его. С ее цепями. Ее символ – способность управлять своими цепями с помощью разума, и она использует их, чтобы преследовать его, когда он бежит, спасая свою жизнь. Убегая, Канами впадает в менталитет игрока Лиги Легенд и начинает жаловаться на дизайн игры и балансирующую команду Райда. И кричит, что даже если бы у него сейчас было оружие, он не смог бы дать отпор. Именно в этот момент в его руках внезапно появляется пистолет, и он задается вопросом, прислушалась ли наконец кукла к его мольбам, и поворачивается, чтобы выстрелить в Шука удивляется, увидев, что в его руках появляется пистолет, и едва увертывается от пули. После этого Канамэй продолжает бежать, а Шука гонится за ним, и он продолжает говорить ей, чтобы она считала это ничьей, и что он действительно не хочет с ней драться. В какой-то момент у него появляется немного времени, чтобы передохнуть, и он думает о том, что она сказала о том, что Сигл такой же естественный, как и все остальные. Дышит. Он вспоминает тот момент, когда он заставил пистолет появиться в его руке,
трубе, а затем использует свой сигнал, чтобы создать немного ленты и проволоки и установить ловушку ради нее. После этого он заманивает ее к электрической будке и стреляет в нее из пистолета, прикрепленного к трубе. Шука увертывается от пули, но при этом гаснет свет. Канами рассказывает, что его глаза заранее приспособились к темноте, чтобы он мог напасть на нее в темноте, а затем бросается к ней, уворачиваясь от ее цепей. Подойдя ближе, он создает в своих руках электрошокер и толкает Шу на землю, а затем садится на нее сверху своими руками. Пистолет был направлен ей в лицо. Он говорит ей, что не хочет, чтобы она постепенно исчезала, как другие, и она понимает, что он говорит правду и на самом деле не знает, о чем шла речь в этой игре. Она говорит, что это называется общее количество потерянных очков, и признает свое поражение, а также говорит, что теперь она будет подчиняться его приказам. Часть ее очков переходит к Канами, и Ардуни получает свой первый волосяной член. Как только бой заканчивается, он падает к ней на колени и засыпает, а на следующий день открывает глаза в ее постели. Встав, она говорит ему, что хотела бы, чтобы он приготовил моллюска вместе с ней в игре. Она также рассказывает ему о функции укрытия, которая позволяет игрокам обменять 10 очков на то, чтобы их имя было удалено из списка участников классного матча. Канами проверяет свой баланс, и сейчас он составляет 639 после победы над Шукой прошлой ночью. После исцеления всего этого он принимает ее просьбу создать клан, и она говорит, что для создания клана нужно быть не ниже 2-го ранга В. Он спрашивает ее, не стоит ли ей самой создать клан, так как она уже имеет 4-й ранг. Но она говорит, что в подобных ситуациях мальчик должен взять на себя инициативу. И мы все знаем, к чему это приведет, не так ли? С этими словами она сказала ему, что позвонит им сегодня вечером, и они расстались. На обратном пути Канами пытается перевести 10 баллов в наличные, просто чтобы посмотреть, как это работает, и это приносит ему $1 000 000 иен на его банковский счет. Для вас, американских слабаков, это примерно на $600-700 больше, чем у вас на счету. На следующий день Канами отправляется к статуе Моаи в Сибуе, которая по какой-то причине закрыта пластиковым листом. Вскоре на сцене появляется Шука и говорит, что сейчас они пойдут на свое первое свидание. Он спрашивает ее об изменении события, которое они все получили. Она говорит, что мероприятие будет проходить прямо здесь, в Сибуе, и для них вполне естественно ознакомиться с обстановкой до его начала. Она говорит, что сейчас они отправятся в парк Йоиги, и по дороге она объясняет ему некоторые правила игры. Правило номер 1. Никогда не рассказывай об игре нормальным людям и не передавай информацию о ней посторонним. Так что лучше всего называть ее просто игрой, когда ты находишься на публике, а некоторые люди также называют ее игрой D. Затем она говорит ему, что тебе следует быть особенно настороже вокруг Шибвеи, потому что недавно там произошел инцидент, в результате которого 12 человек погибли и погибли рядом со статуей, которая была, я уже успел это скрыть. Это место также контролируется 8-м кланом, так что в этом районе обычно много игроков. После этого они возвращаются на станцию и проверяют несколько торговых центров, пока Шупа покупает одежду. Тем временем один из игроков позвонил аналитику, который до сих пор следил за Канами и его достижениями, и продал информацию о нем члену боксерского клуба Данджо. В свою очередь она просит предоставить информацию о недавнем уведомлении о событии охота за сокровищами. И он говорит, что единственное, что ему известно, это то, что не всем игрокам было отправлено это уведомление. После этого он направляется на станцию, так как у него есть свои планы на Канами. С другой стороны, Канами ждет снаружи, пока Шука закончит макияж, и внезапно парень из боксерского клуба, который его искал, крадет его телефон. Парень показывает свое лицо и говорит ему следовать за ним. По дороге он говорит, что обычный человек не может использовать чужой телефон для игры, но все равно будет неприятно потерять свой телефон, так что ему лучше тихо следовать за ним. После этого он отводит его в переулок и говорит, что люди говорят о нем как о сольном бойце, который победил печально известного пушистого урода-новичка Хантера и непобедимую королеву. С этими словами он вызывает его на бой прямо на месте и говорит, что всегда хотел попробовать свои силы против сильного игрока и подняться по рейтинговой лестнице. Канами говорит, что он не хочет ни с кем драться и что он просто втянулся в игру, не понимая, во что ввязывается. Но у другого парня не было ничего подобного, и он начал драться, нанеся ему несколько ударов. Он тут же нанес ему сильный удар по лицу и повалил его плашмя на землю. Чувствуя разочарование, велел ему позвонить Шу или кому-то еще, кто поменяет ему подгузники, и он будет ждать их, пока не прикончит его. Но тут Канами говорит: удиви маму Флиппер, и бьет его электрошокером по ноге. Он говорит, что ни с кем не работает, играет в одиночку и готовится ударить его снова. Парень-боксер задается вопросом, где он хранил этот оглушенный пистолет, и первая мысль, которая приходит ему в голову, это его задница. Но потом он приходит в себя и говорит, что это должно быть как-то связано к своей сигле. После этого Канами бросается к нему и снова пытается ударить его электрошокером, но он отбрасывает его назад, ударив коленом в лицо. Канами падает на спину и удерживает свой телефон в заложниках, приставив к нему свой электрошокер и сказав, что он поджарит его, если не признает свое поражение. Тем временем Шука выходит из ванны и задается вопросом, куда делся ее мальчик-раб. А затем получает звонок от девушки-аналитика, которая говорит ей, что у нее есть: я посмотрел на человека, о котором она просила. И оказалось, что он не принадлежит к боксерскому клубу Данджо. Затем она говорит, что также проверила 8-й клан, и хотя у нее мало информации об их новом члене Сиге, она не считает его своим парнем. Кроме того, у нее практически нет информации о Ванге, потому что он убивал всех,
всех, кто сталкивался с ним, и заставлял мертвых говорить, это не входит в ее набор навыков. Шука говорит, что она заплатит ей тройную сумму, если она сможет найти информацию о человеке, которого она ищет. И затем аналитик спрашивает ее, не хочет ли она получить информацию о Канаме. Услышав свое имя, Шука приходит в бешенство и говорит ей, чтобы она выложила всю имеющуюся у нее информацию о нем, и она оставит ее в живых. После этого она выходит на улицу, чтобы найти его, и видит, как он сражается с блондином-боксером на улице. Она сразу же начинает атаковать боксера своими цепями, но он уворачивается от них всех. После этого Канамэй снова угрожает ему, и парень сдается. Затем он представляется как Инука из боксерского клуба Данжо. Он забирает свой телефон и говорит, что турнир по поиску сокровищ вот-вот начнется. Все они смотрят на экраны своих телефонов, и внезапно вокруг их тел оборачиваются телепортационные коробки. Шука говорит, что это происходит перед телепортацией во время событий, и похоже, что все они будут разделены. После этого Кана может оказаться в номере отеля, и он посмотрит на свой экран и задастся вопросом, не является ли это обычной дружеской игрой в поисках сокровищ. В игре участвуют в общей сложности 300 игроков, включая Вин, аналитиков и некоторых других. Цель этого мероприятия – собрать кольца, и любой, кто не сможет собрать хотя бы 3 кольца к концу мероприятия, будет считать, что его игра окончена. Серия «Охота за сокровищами в голодных играх» начинается с того, что девочка в школьной форме атакует вино огненной атакой, но затем мгновенно падает с крыши и разбивается насмерть, что знаменует начало этого праздника резни. С другой стороны, Шука бродит по улицам Сибуи в поисках своего питомца Канами и натыкается на тело девочки, которая упала раньше. Люди собираются вокруг нее и фотографируют, но внезапно с неба доносится пронзительный шум, и однажды все кончено. Все нормальные люди начинают возвращаться домой, как будто их загипнотизировали. Шука замечает, что они, должно быть, не хотят, чтобы нормальные люди совали свои лапы в это мероприятие, и поэтому они заставили их всех уйти. Вернувшись в отель, Канами читает инструкции по проведению мероприятия, а талисман змеи в приложении рассказывает, что это мероприятие по поиску сокровищ, где игроки могут наберите много очков. Сокровища разбросаны по всему району в виде 7 различных колец с разными драгоценными камнями. Каждое кольцо можно обменять на определенное количество очков, и игроки могут сражаться за них, если захотят. Все игроки настроены на режим королевской битвы, но они не могут использовать функцию поиска до окончания события. Кроме того, они получают доступ к отображению карт и приложениям аркамеры, которые помогут им в охоте. В конце концов, любой игрок, у которого не будет хотя бы 3 колец к концу события, проиграет игру и по сути будет отправлен в Нарнию. А выход из зоны события также приведет к мгновенному окончанию игры. Каяна Мэй видит, что в первом раунде осталось всего 300 колец, а это значит, что к концу игры останется только 3 игрока, и само по себе это звучит не очень весело и дружелюбно. Он решает позвонить своей мамочке Шукуб, пока не описался в штаны, но оператор на другом конце провода говорит, что он не может этого сделать, потому что они находятся в игре. И вам нужно связаться с другими пользователями только с помощью их глючной функции внутри игрового чата. Затем он использует приложение для отображения карты и видит множество колец на карте. А затем использует приложение Air Camera, чтобы увидеть, что город снаружи выглядит как руины, если смотреть через приложение. Кроме того, в разных местах горят красные огоньки, указывающие на кольца, и один из них случайно оказался прямо рядом с ним, под кроватью в его комнате. Он наклоняется и достает кольцо, и оказывается, что это золотое кольцо из игры Sonic the Hedgehog на Sega. Если смотреть на него из приложения Air Camera, то оно выглядит как рубиновый браслет и стоит 500 очков, что эквивалентно $335 с нулем, больше, чем у L. Задница. Затем он открывает дверь, чтобы выйти, но начинает гадить в штаны, когда видит очертания тела прямо за дверью. В комнате он пытается прижаться к стене и избежать столкновения, но натыкается на другой контур на стене и понимает, что попал в настоящую беду. В здании отеля находится более одного игрока, и он должен выбежать наружу, если хочет выжить. Он проверяет свое окружение с помощью приложения Air Camera и замечает различные красные огоньки, движущиеся по разным этажам, что означает, что это люди, которые их подобрали. Он бежит к лифту, чтобы спуститься вниз, но потом в кои-то веки напрягает мозги и решает вместо этого воспользоваться лестницей. Он создает пистолет со своей эмблемой и не пропускает никого, кто поднимается на его этаж. Он решает сразиться с ними, если это необходимо, но тут же начинает сожалеть, когда видит, что это призрак из Call of Duty, готовый проделать в нем дырки из своего пулемета. Он начинает бежать вниз, как фуражка из аниме, но потом видит массивные корни деревьев, блокирующие все выходы на первый этаж. Он бросается к лифту, но призрак догоняет его ленивую задницу и говорит, что игра окончена. Не имея другого выбора, он бросает ему свое кольцо и говорит, что ему больше нечего дать, так что этого должно быть достаточно. Но призрак продолжает смотреть на его задницу и задается вопросом, правда ли это. Наш мальчик Хана, возможно, понимает, о чем он думает, и умоляет сохранить ему жизнь, говоря, что у него действительно нет ничего стоящего его времени. Но призраки говорят, что у него в руках пистолет, и любой, кто готов выстрелить из него, должен быть готов и сам получить пулю. Затем он говорит об этом Зимбабве и готовится проделать в нем новую дыру, но его спусковой крючок заклинивает, и пистолет не стреляет. Канами видит в этом возможность, поворачивается к нему с пистолетом, направленным на него, и говорит, что застрелит его, если он не сдастся. Он смотрит на его занудную неженскую задницу и говорит ему идти вперед и попробовать, полностью понимая, что у него не хватит смелости дернуть спусковой крючок. Затем он выставляет свой пистолет прямо перед собой и направляет его назад. Как раз в этот момент подъезжает лифт, и его двери открываются.
закрываются. Призрак просто проходит мимо него, заходит внутрь и говорит, что возможно его пули не стоят того, чтобы тратить их на него, и уходит. После того, как он уходит, Канами падает на землю и задается вопросом, что такого забавного в том, чтобы убивать других, а затем говорит, что несмотря на все эти заготовки, он должен дать ему в руки 3 кольца, иначе он умрет. Он примиряется со своими идеалами неженки и говорит, что в конце концов, если он хочет выжить в этой игре, он должен убивать других, и на этом все заканчивается. Вскоре подъезжает лифт, и он решает зайти внутрь, но останавливается, услышав, как сзади с ним разговаривает молодая девушка. Эта девушка оказывается психоаналитиком, и она предупреждает его, что если он не хочет умереть, ему не следует заходить в лифт. Он говорит, что ребенок не должен участвовать в этой игре, и говорит, что лестница заблокирована какими-то странными деревьями, так что лифт не может подняться. Это единственный выход. Но потом он оборачивается, чтобы заглянуть внутрь лифта, и обнаруживает мистера Призрачного Долга с несколькими виноградными лозами и ветвями в его дырах. Девочка говорит ему, что из этого ясно, что игроки внутри пойманы в ловушку кем-то с сигилом для управления растениями, и они держат их всех в заложниках. Канами говорит, что во время своей предыдущей аферы он видел в здании более 10 игроков, а девочка говорит, что в самом начале внутри было 25 игроков. Затем она представляется как Рин-аналитик и предлагает им, как загнанным в угол крысам, объединиться, пока они не выберутся из этого отеля. Тем временем где-то за пределами игровой зоны собираются освещенные люди, чтобы посмотреть прямую трансляцию этой охоты за сокровищами. Диктор сообщает, что на данный момент лучшим игроком является Шука, набравший 1,9 очка и 6 колец. До своего поражения от Соло Му она набирала 49 очков с нулевым результатом, но она все еще остается сильным бойцом. На втором месте находится лидер 8-го клана Ван, обладатель 5 колец, но всего в его клане насчитывается более 18 колец. После этого, начиная с 3-го места и ниже, многие вещи, происходящие в центральной башне Сибуя, становятся бесплатными для всех. Он обвит виноградными лозами и растениями. Как раз в этот момент появляется хозяин казино и встречается с каким-то богатым пожилым чуваком. Он говорит, что ее зовут Фемида, и представляет ее как менеджера Тринити. Я уверен, что у Бога есть что сказать по этому поводу. В любом случае, все они смотрят на экран, чтобы насладиться тем, как 4 нуба гоняются за Шукой, думая, что у них есть преимущество перед ней в численности. Но Шука напоминает им, что никчемные нубы с нулевой ценностью все одинаковы, независимо от того, сколько их там, потому что 0 умноженный на 4 все равно равен нулю. Она сначала убивает 2 из них и убегает, позволяя им тратить свое время на погоню за ней. Они стреляют в нее своими сигналами, но она тут же усмиряет их одной атакой и задается вопросом, что задумал Канами. Фемида говорит, что ей нравится Шука, но старик говорит, что предпочитает мальчиков, и она была бы идеальна, если бы была мужчиной. Фемида замечает его женоненавистническую задницу и говорит, что несмотря на все это, все игроки и зрители выигрывают от этого события, поскольку они борются за деньги и власть. Сигналы – это безусловно уникальный опыт. Вернувшись в отель, Рин произносит мотивационную речь Канами о том, как прекрасно убегать и не убивать других, и на какое-то время они оба заключают союз. Он заходит в лифт, чтобы увидеть тело призрака, который, вероятно, теперь настоящий призрак, а также копирует его машину-пистолет, пока он этим занимается. Затем он спускается по лестнице, чтобы посмотреть, смогут ли они пройти мимо корней, но он отмечает, что для этого им понадобится бензопила. Вот и я пока не могу его создать. Затем он спрашивает о том, чтобы спуститься в окно по веревке или что-то в этом роде, как в фильмах. Рин говорит ему, что они находятся на высоте 40 этажей. И хотя он может смириться со своей сюжетной броней, она всего лишь второстепенный персонаж, так что она ни за что не пойдет по этому пути. После этого они все поднимаются наверх, и он спрашивает, не знает ли она, кто может стоять за этими растениями. И она отвечает, что у нее недостаточно информации, чтобы связать это с одним человеком, но это некто по имени Лес. Он никогда не показывается и расставляет ловушки, чтобы убить других своими растениями. Она говорит, что это означает, что они будут в относительной безопасности, пока находятся на верхних этажах. Услышав это, Канами задается вопросом, правда ли все это. Если игроки и лифты погибли, то почему их не телепортировали и не превратили в уличное искусство, как остальных? Это означает, что все они живы и могут прийти за ним. Он использует свою воздушную камеру и видит, как несколько игроков бегут за ними из-за угла. Он хватает Риана и начинает бежать назад, и они замечают, что у всех игроков, выходящих из лифтов, есть ответвление, и они по какой-то причине объединились. Риан бросает светошумовую гранату и оглушает их всех, и они оба бегут наверх, чтобы убежать от них подальше. Канами использует свой телефон и замечает, что они все еще преследуют их, и задается вопросом, как они узнали об их местонахождении, если у них нет никаких колец. Рин говорит, что все они могут находиться под контролем флориста, использующего какой-то препарат для промывания мозгов из его растений. И у них может быть какая-то сенсорная вещь, которую можно отследить их местонахождение. Когда вокруг них нет растений, это не имеет смысла для Канами, и он начинает оглядываться вокруг и понимает, что лес находится в самом центре города. Комната наблюдения использует камеры видеонаблюдения в здании, чтобы следить за ними. Канами выключает камеру и говорит, что он пойдет в комнату наблюдения и вытащит оттуда свою воеристскую задницу. После этого они оба начинают бегать по зданию и уничтожают столько камер, сколько смогут. После этого они попадают в запертую комнату, которую приготовила Рин, когда она впервые вошла в здание. Они начинают планировать свой следующий шаг и придумывают план для двоих, чтобы отвлечь внимание леса несколькими бомбами. В то время как другой человек найдет его и победит в битве 1 на 1. Тем временем флорист отправляет своих людей обыскивать
обыскивать все коридоры и парные помещения и очищает все этажи один за другим. Как только его люди совершают обход, он задается вопросом, куда делась бегущая пара, и сужает их местоположение до точной комнаты, основываясь на маршруте, который они выбрали, чтобы уничтожить камеры. Он задается вопросом, не было ли у них какого-нибудь серпа, который позволил бы им проникнуть в запертую комнату без получения ключей, потому что все они хранятся на первом этаже, который заблокирован деревьями. Его люди в конце концов проникают в комнату, но обнаруживают, что она пуста. Он замечает, что здесь есть признаки пребывания этой пары и говорит, что они должно быть где-то поблизости, но внезапно все они слышат взрыв, доносящийся с 2 этажей под ними. Он посылает своих людей к баррикаде на 6-м этаже 20-го этажа, и мы видим, как Рин пытается взорвать пути с помощью нескольких бомб. Этот план не увенчался успехом, потому что корни оказались слишком толстыми, но все это соответствует их ожиданиям. Затем она бросает светошумовую гранату и оглушает всех безмозглых игроков, преследующих ее, а затем использует электрошокер, чтобы пройти мимо них. Она начинает бежать наверх, и мы видим, как она уворачивается от пуль, как Нео из Матрицы. Оказывается, ее сигнал — это способность вычислять информацию обо всем, что ее окружает, включая точное местоположение и влияние каждого атома в этом районе. Это позволяет ей в определенной степени предсказывать будущее и, по сути, является обманом Шарингана. Эта способность называется Лапласом в честь демонической концепции, и она использует ее для сбора информации о других людях и продажи ее, чтобы выжить в игре Ди. Кроме того, она также способна уклоняться от атак и сбивать других, как будто у нее развита наблюдательность. Она использует свои собственные способности, чтобы сбивать всех безмозглых мужчин, преследующих ее, и это заставляет людей на этажах задуматься о ее сигнале. Тем временем Канами сходит с ума и спускается на 1-й этаж по веревке, свисающей из окна. Он добирается до главного приемного зала и начинает идти к комнате наблюдения, из которой затем выходит сам флорист и говорит, что хотел бы поболтать с мальчиком. Прежде чем они оба начинаете драться, чтобы убить друг друга из-за какой-нибудь глупейшей игры. Затем он спрашивает его, зачем он играет в эту игру, и Канами отвечает, что его просто втянули в это. Флорист говорит ему, что он играет на деньги, а жизнь человека стоит от 100 до 200 миллионов иен. Это примерно $670, то есть $35. $1 000 000 для вас, американских брокеров. После этого он снарядил свою броню на растительной основе и начал мчаться к Канами. Он бросает в него бомбу, но это никак не влияет на парня с растениями, и он прыгает вниз с сильным ударом, который разрушает пол. Канами отскакивает назад, чтобы увернуться, и пытается выстрелить в него из своего пистолета, но растения появляются из земли и выбивают пистолет у него из рук. Руки. Канами говорит, что это означает, что он может действовать серьезно, и использует свой сигнал, чтобы создать пулемет, который он скопировал ранее, и начинает стрелять в него. В него попала тонна пуль, но, к его удивлению, пули отскакивают от его твердой брони, и он использует виноградную лозу, чтобы сломать пистолет в его руках. Флорист говорит, что это для него шах и мат, так как его видят по его сигналу, и что это способность создавать любое оружие, которое он видел раньше, но у этого есть свой предел. Канами считает, что он прав, и может использовать свои способности максимум пару раз из-за сильной головной боли и боли в теле. Затем он создает еще один пулемет и бросает бомбу в парня с завода. Флорист говорит, что он знал, что тот собирается это сделать, и подходит к нему очень близко, готовый сбить его с ног. Но Канами улыбается, держа в руке светошумовую гранату с закрытыми глазами. Он использует это, чтобы оглушить его, а затем исчезает из поля зрения. Он убегает, но флорист мгновенно догоняет его и отправляет обратно в полет ударом дерева в живот. Он встает и пытается выстрелить в него, но флорист создает щит и просто отклоняет все его пули, а затем отбрасывает его назад еще одним ударом своей виноградной лозы. Канами падает на землю и смотрит, как он идет к нему, как последний босс, который победил. Он думает, что это конец для него, но затем включается броня сюжета, и он начинает слышать голос человека внутри себя. Его парус говорит ему о том, как он может номинально производить вещи, к которым он однажды прикасался, но он также получает всю информацию об этом предмете и о том, как это сделать, чтобы наилучшим образом использовать его. В последний раз, когда он стрелял в парня с завода, ему пришлось использовать свой щит, а это значит, что он воспринимал свои пули как угрозу. Обладая этой информацией, он должен знать, что делать, чтобы пробить его насквозь и выиграть эту битву. С помощью этой внутренней модели усиления, Кана может встать и начать стрелять в него как маньяк. Он вносит изменения в оружие, сокращая срок его службы для увеличения давления и мощности стрельбы, что позволяет его пулям пробивать древесную броню насквозь. Они оба выжимают максимум из своего сигла и падают на землю, а флорист падает первым, что делает победу Канами победой. Он говорит ему прикончить его, но Канами говорит ему умереть от какой-то болезни или чего-то еще, и что он не заинтересован в убийстве других. В этот момент сзади появляется Риан, целясь из пистолета в голову цветочника. Она спрашивает у него информацию о количестве колец в здании, и он говорит ей, что там должно быть около 24 колец. После этого она спрашивает его, знал ли он, что лидер 8-го клана также принимал участие в этом мероприятии. Она говорит, что большинство сильных игроков уже собрали все кольца в этом районе, и первый этап турнира подходит к концу. Это означает, что скоро 8-й клан нападет на них из-за их колец,
и так как они исчерпали себя здесь, они не смогут этого сделать. Защищайся или сопротивляйся. Чтобы дать им всем шанс, она предлагает им создать импровизированный клан для борьбы с 8-м кланом, чтобы у них было больше шансов на победу. Выживание. После создания своего клана грабителей они ложатся, чтобы немного отдохнуть и восстановить свои сигналы. Канами спит 3 часа, пока Хираджи устанавливает новые баррикады, чтобы не подпускать других. После того, как Канами просыпается, они все собираются на одном этаже и решают поговорить с призраками. Они предлагают ему 3 кольца и отпускают его в обмен на обещание не проявлять враждебности по отношению к ним во время этого мероприятия. На первом этапе они предлагают ему вступить в их клан, но он отказывается объединяться с растительным чуваком, который промыл ему мозги. Он спрашивает о 2 других игроках, которые были с ним вместе, и они говорят, что дали им 3 кольца и отпустили с их ранами. После того, как все было сделано и вытерто, они начинают говорить о своем плане борьбы с 8-м кланом, и призрак приходит в ярость, услышав твое имя. Он говорит, что возможно все-таки присоединиться к их клану, чтобы отомстить Вану. Канами также говорит, что Шука скоро сможет присоединиться к ним в отеле, что сделает их клан сильнее на 5 человек. Тем временем Ва и его банда решают устроить полный разгром в этом отеле и получить свои клыки в банде Solo News CCS Gang и получить свои 20 колец. Пока вы все размышляете над тем, что я только что сказал в этой реплике, позвольте мне объяснить, что он планирует делать. Вин решает дождаться наступления темноты, чтобы начать полномасштабную атаку с участием более 20 членов своего клана, включая тех, кто не участвует в этом событии. Чтобы уничтожить, игроки приезжают в отель и забирают все свои кольца. На данный момент он собрал более 32 колец с помощью членов своего клана, и он хочет получить более 50 колец, чтобы стать чемпионом турнира. И получить, по слухам, особые привилегии для этого титула. Вернувшись в отель, Канами и остальные собираются за столом и обсуждают свой план. Они разделят кольца поровну, и половина очков достанется флористу, потому что он сделал большую часть тяжелой работы на этом этапе. Кроме того, они будут ждать, пока 8-й игрок нападет на них, а затем перехватит их, когда они пойдут за кольцами. Призрак снимает свой шлем и говорит, что его зовут Рюдзи. Он говорит, что хочет отомстить жадной заднице Вана, так как у них есть какая-то общая история, а затем спрашивает, согласятся ли они вообще на этот план. Рин говорит, что они обязательно придут, но даже если они этого не сделают, это будет для них победой, так как у них есть все необходимые кольца прямо здесь. После этого она сказала, что что-то в правилах этого соревнования ее беспокоит, так как очки распределяются не в зависимости от ценности камней. И это выглядит действительно неестественно. Кроме того, в правилах нет упоминания о том, что кольца являются сокровищем в этой охоте за сокровищами или что требуется для завершения события. А это значит, что настоящее сокровище — это что-то другое. Рюдзи говорит, что они должны поговорить об этом после того, как разберутся с 8-м, а затем спрашивает Канами о Шу и о том, не собирается ли она встретиться с ними в ближайшее время. Он говорит, что она скоро должна приехать, и проверяет его сообщения, но пугается, когда получает сообщение от нее с просьбой о помощи. Вернувшись на станцию Сибуя, мы видим, как Шуга идет по станции метро, а за ней незаметно следует беловолосая девушка. Она осматривает окрестности в поисках колец, но не находит их. Она думает, что там все еще могут быть какие-то слепые зоны, и продолжает идти, чувствуя, что кто-то наблюдает за ней. Как раз в этот момент на нее нападает немного воды, но она вовремя уклоняется и задается вопросом, не является ли это чьим-то сигналом. Она начинает бежать к выходу и обнаруживает стоящего там беловолосого парня. Она атакует их своими цепями, но вода перед ними замерзает, останавливая ее атаку. Затем она использует свои цепи как дрель, чтобы пройти сквозь нее, но ребенок замораживает и ее, снимая цепи. Затем она бежит обратно к другому выходу, но вода начинает заливать станцию, и в конце концов она тонет, прежде чем отправить сообщение Канами с просьбой о помощи. Вернувшись к Канами, он решает помочь ей, и Рюдзи присоединяется к нему со своим пистолетом. Шука говорит, что она будет помогать им с крыши в качестве снайпера, в то время как флорист будет держать оборону. Канами и Рюдзи выходят и замечают, что Шупа находится всего в 5 минутах ходьбы от них, поэтому они начинают осторожно приближаться к ней без колец в руках. Они отмечают, что из первоначальных 300 игроков осталось всего 168, и это похоже на какое-то необычное событие, когда вся Сибуя будет предоставлена самой себе, а вокруг будут нормальные люди. Канами рассказывает Рюдзи о своей сигиле и говорит, что он может копировать только базовое оружие и некоторые предметы, а также сложные предметы, такие как смартфоны и планшеты. Машины не в его власти. Затем он спрашивает Рюдзи, зачем он играет в эту игру и в чем его сигила, и Рюдзи отвечает, что он участвует в ней, чтобы победить. Это связано с тем, что его целью являются деньги. А его символ — мусор, который позволяет ему видеть, лжет кто-то или нет. Затем он проклинает Райт за их проблемы с балансом, и в конце концов они добираются до станции метро и находят того самого беловолосого парня, с которым встречались раньше. Рюдзи говорит им перестать прятаться и выйти на открытое место, иначе чудак рядом с ним бросит в них гранату. Парень выходит, и Канами замечает, что они выглядят еще моложе, чем Рэм. Кстати говоря о Реме, она находит QR-код на кольце и сканирует его с помощью телефона, чтобы получить код номера. Флорист тоже подходит к ним, и они сканируют все кольца, чтобы найти разные номера, в то время как на некоторых кольцах есть одинаковые коды. Они думают об этом и решают, что настоящее сокровище этого события заключается в чем-то другом, и им понадобятся все типы колец, чтобы получить нужный подарок. Полный код, чтобы разгадать эту тайну. С другой стороны, ребенок говорит Рюдзи, что у них нет никакого оружия, и они не будут нападать на них. Рюдзи подтверждает, что они говорят правду, и они проходят мимо них к станции метро. Девочка говорит им не заходить туда, так как это может быть опасно, и Рюдзи замечает, что она что-то скрывает от них,
так как она определенно знает о чем-то опасном там внизу. Добравшись до лестницы, они замечают, что все вокруг затоплено. И Кана может решить пойти за Шукой и сказать Рюдзи, что если он не вернется через 5 минут, то может отдать свои кольца в набор и вернуться в отель. Как только он уходит, Рюдзи направляет пистолет на детей и говорит им, что они уже один раз солгали, и он не хочет, чтобы на его руках была кровь ребенка. Он просит их рассказать ему все, что они знают о воде на станции, но ребенок использует их серп и токсин, чтобы набрать воды из пожарного гидранта на обочине дороги, а затем нажимает на спусковой крючок и убегает. Но призрак решает погнаться за ними, так как он уверен, что они имеют какое-то отношение к наводнению и что у них должна быть какая-то важная информация. Ребенок забегает в здание, прячется и выясняется, что у него расстройство множественной личности. Это тело девочки по имени Сью, и она делит его с душой своего брата Шоты. У Шоты есть ледяная сигара, а у Сью водяная. Она не хочет никого убивать, но Шота более реалистична и знает, что они должны получить кольца, если хотят выжить в этом событии. Призрак говорит им выйти, так как он хочет поговорить с ними, но Шота говорит: «Конечно, чувак, мы на это не купимся». И начинает говорить со Сьюи о том, как победить этого парня. Она соглашается помочь ему и использует свой сигнал, чтобы сдвинуть воду в канализации рядом с ним. Но призрак уворачивается от ледяных шипов как раз вовремя и начинает стрелять наугад, чтобы выманить их наружу. Шота придумывает план и использует свой телефон в качестве приманки, чтобы заманить призраков внутрь магазина. Он подходит к отделу с напитками и находит телефон на земле. Ему интересно, о чем думает ребенок, но потом его внезапно окатывает водой из бутылок, и он мгновенно превращается в лед. Шода подходит к нему и говорит, что это конец, но Суи останавливает его руку и говорит, что она не хочет жить, если это означает, что она придется убить кого-то еще. Тем временем Канами плавает в холодной воде и натыкается на ледяную стену, которая удерживает Шу в ловушке. Он проделывает отверстие в дорожке с помощью своего пистолета, а затем использует свое приложение, чтобы найти Шу и спасти ее, плавая над поверхностью воды. Он пытается привести ее в чувство, но она уже без сознания. Он интересуется, что тебе следует делать, а затем пытается сделать ей искусственное дыхание, и это наконец возвращает ее к работе. Когда она просыпается, то целует Канами за то, что он спас ее, и благодарит его за то, что он пришел. После этого она говорит ему, что играет в эту игру, чтобы отомстить за своих родителей и убить своего убийцу. Кроме того, она хочет найти и наказать создателя этой игры за то, что он играет с человеческими жизнями. Канами соглашается с ней и говорит, что он рад, что она разделяет некоторые из его целей, включая идею трахнуть создателя этой дурацкой игры. После этого он использует свой сигнал, чтобы создать для нее цепи, а она использует свои силы, чтобы вырваться из них на станции метро. Скоро наступит ночь, Иван вместе с другими людьми готовит бомбы и оружие для вторжения в отель. Готовясь к этому, он также сканирует QR-код на кольцах и гадает, как можно выиграть игру. Как раз в этот момент начинается второй этап события, на карте появляется все больше колец, Иван решает наконец начать атаку на отель. Когда на карте появляются новые кольца, в том числе несколько бриллиантов и изумрудов, все возвращаются к активным действиям, и повсюду начинаются драки. Кана Мэй сообщает Рине о ситуации, рассказывает ему о QR-кодах и просит прислать ей код изумрудного кольца, они пришли от Суи. Кан Эми именно так и поступает, и Рине говорит, что она получит код от кольца с бриллиантом, чтобы получить полный код. Тем временем Шука и Суи противостоят друг другу, и Суит извиняется за свои действия. Она говорит, что бросает эту борьбу и не хочет жить так сильно, чтобы убивать других. Шука проверяет ее слова нападением, но потом прощает ее, потому что ее проделки сблизили ее с Ханной. «Поговори о том, что ты мазохист-извращенец». После этого Сви использует свой сигнал, чтобы высушить их одежду, и говорит им, что она довольно плохо использует свои способности, и что ее брат более мастерски использует свой ледяной знак. Услышав все это, Шука решает пригласить Свё в свой клан и говорит, что ей не нужно сражаться или убивать других, если она этого не хочет. И она может помочь им, занимаясь стиркой и уборкой вещей. Говоря так, как подобает настоящему рабовладельцу, Суи принимает приглашение, и их клан начинает набирать хорошую форму. Призрак говорит, что его все устраивает до тех пор, пока он не уничтожит Вана. Канами смотрит на него и говорит, чтобы он не забывал, что их главная цель выжить, а не убить Вана, и ты должен помнить об этом. Он даже задается вопросом, что им следует сделать для Мауна, а затем получает сообщение Риан с окончательным кодом. Он говорит Шу, что они выбросят все свои кольца и отправятся за настоящим сокровищем игры, чтобы закончить это событие и выиграть его. Он рассказывает о своем плане Рин и велит им сбежать из отеля и присоединиться к ним. Вернувшись в отель, Рин рассказывает Харадзи о плане Канами и говорит, что она поедет туда, потому что у них нет никаких шансов справиться с 20-30 членами 8-го отряда в одиночку. Хираджи говорит, что у него есть маленькая дочь примерно ее возраста, которая очень больна. Ему нужно много денег, чтобы оплатить ее медицинские расходы, и поэтому он выйдет из игры с кольцами, которые стоят подтвержденных очков, а не с вероятностью получения какого-то сокровища. Он отпускает ее и остается в отеле со всеми 20 кольцами и расставляет еще больше ловушек для варваров внизу. Люди Вана заходят внутрь и начинают атаковать растения с помощью
бомб, а их новый член, Сик, ведет их своим сигналом управления огнем. Он говорит, что они воспользуются лестницей вместо лифтов, так как они были бы оборудованы ловушками, но говорит, что это было бы именно так, если бы его там не было. После этого он заходит в лифт и говорит, что проверит его, и они могут следовать за ним, как только он устранит все ловушки на своем пути. Когда он находится внутри лифта, на него нападают какие-то лианы с крыши, но он использует свой сигнал, чтобы поджарить их всех и превратить их в вареные овощи. Достигнув верхних этажей, он осматривает местность и замечает, что они разбросали все кольца на этих этажах и, возможно, выбросили их. Это место для их жизни. Он отправляет сообщение своим соседям по климату и говорит им подняться на том же лифте и что это уже конец. Его люди решают воспользоваться двумя лифтами, чтобы подняться вместе, но как только другой лифт опускается. Они удивляются, когда Хараджу выходит в своем деревянном броню и начинает избивать их как маньяк. Он хватает одного из них и просит всех остальных рассказать ему, где был Ван, но они оказываются безмозглыми идиотами и взрывают друг друга, не заботясь о своей жизни. В конце концов, Хараджи побеждает их всех и возвращается в лифт, чтобы разобраться с Зигом наверху. Зиг недоумевает, почему его приятели так долго задерживаются, но потом удивляется, увидев, что Хараджи поднимается в лифте весь окровавленный и закованный в броню. Он заряжает свой огненный пистолет, и они оба готовятся сразиться друг с другом. Тем временем Рейну удается благополучно сбежать, и он бежит к Канами и остальным. По пути она задается вопросом о цели администратора игры и о том, перестали ли они беспокоиться о том, чтобы нормальные люди узнали об их игре с помощью этого масштабного события. Отбросив эту мысль в сторону, она думает о кодах, которые она получила от всех колец. Она думает, что сначала ей было трудно найти связь между кодами, но в конце концов она пришла к выводу, что они должны быть отсортированы по порядку, основанному на твердости драгоценных камней. Ключ к разгадке заключался в том, что рубин и сапфир имеют одинаковый номер, и после того, как они расположены таким образом. Код показывает координаты центра этого события, станции Сибуя. Это означает, что настоящее сокровище должно быть спрятано где-то там внутри. Вернувшись в отель, Хараджи вспоминает информацию, которую он получил о членах клана Эйфатрин. Она сказала ему остерегаться двух членов клана, а именно Ки и Си-Джея, которые обладают телекинетической силой и способностью управлять пламенем. В случае с Си-Джеем он является редким пиромантом, который может охватить свое собственное тело пламенем высокой степени, что делает его самым трудным для борьбы с использованием его растительного оружия. Сигнал. Хараджи пытается сразиться с ним лицом к лицу, но Сик сводит на нет его атаки, сильно ударяя его своим огненным ударом, прожигая его броню насквозь. Хараджи начинает убегать, пытаясь замедлить его с помощью каких-то баррикад, но Сик просто проносится сквозь них, как будто их там даже не было. Затем он решает заманить его в ловушку с помощью гранат, спрятанных в нескольких виноградных лозах, но прежде чем он успевает их взорвать, Ки влетает с другой стороны. Окно позади него, используя свой телекинетический сигнал, и сильно бьет его кулаком, отправляя обратно к Сигу. Тем временем Сак готовит сильный горячий пунш и проделывает в Харадзи новую дыру, позволяя ему присоединиться к славным рядам таких людей, как Эйс, Абеда, Ренгоку и других. С разрушенными органами он падает на землю, а Сик встречается с Ки и благодарит его за помощь. Но именно в этот момент Хараджи использует силу отцовской любви и возвращает себя к жизни, заставляя свои лозы качать его сердце, и приводит в действие бомбу-ловушку. Он использует это как отвлекающий маневр, чтобы сбежать, но добирается только до нижнего этажа. Ки защищает Сига и себя с помощью своих сил, а затем они оба спускаются вниз, чтобы посмотреть, куда делся садовник. Им не нужно долго искать его, так как они находят его, испускающего последний вздох у лестницы, но в свои последние минуты он говорит им, что счастлив, что он увидит их мертвые задницы и использует свои растения, чтобы заставить все здание рухнуть. Тем временем на станции Сибуя Рин замечает, что в здании находится более 20 человек, и говорит, что присутствие такого количества людей вполне естественно, так как это центр этого события. Кроме того, даже если кто-то еще знает об этих кодах, она единственная, у кого есть код от бриллиантовых колец. Она пробирается внутрь и решает самостоятельно поискать сокровище, но решает отказаться от этого, как только видит, что Вонг и около 20 его людей обыскивают окрестности. Так как в игре осталось менее 98 игроков, она отмечает, что он должно быть призвал членов клана за пределами игры, и у нее нет возможности искать сокровища вместе с ним. Несмотря на все это, она доверяет своим соплеменникам и в любом случае решает поискать дополнительную информацию. Она прокрадывается внутрь и продолжает двигаться вперед, но затем ее буквально уничтожает один из членов клана с помощью волчьего носа. Он чувствует запах девушки, и я знаю, что каждый из вас, кто смотрит на это, задается вопросом, каково это извращенцы. В любом случае, Рейн использует свой сигнал, чтобы убежать от них. Пробирается мимо множества людей и в конце концов увеличивает расстояние между ними, перепрыгивая через железнодорожные пути. После этого она начинает бежать наверх и использует свою способность убегать, но к ее удивлению, Ван внезапно появляется перед ней. Она появляется из ниоткуда, и он сразу же захватывает ее в плен. Он расспрашивает ее обо всем, что ей известно о сокровище, но она отвечает, что ничего не знает, и что у нее даже нет кольца, которое она могла бы ему подарить. Он смотрит на нее как типичный злодей из аниме, а затем напоминает о ее положении, ломая ей левую руку. Он снова спрашивает ее, и Рин говорит, что она будет говорить, и начинает рассказывать ему о каком-то древнем китайском отравленном веществе, где они помещали ядовитых существ в горшок и позволяли им делать это до тех пор,
пока выживает только один и считается, что он самый ядовитый из всех. Затем она говорит ему, не напоминает ли это ему о нем как о короле Венома, но очевидно Ван не является поклонником Марвел. И он сердится и говорит, что будет резать ей пальцы один за другим, пока она не расскажет ему все, что знает о сокровищах этого события. Как раз в этот момент цепь Шуки взрывает над ними светошумовую гранату, и это оглушает всех присутствующих, позволяя ей спасти Рене и привлечь ее на свою сторону. Она благодарит Канами и остальных за то, что они пришли ей на помощь, и все они стоят лицом к лицу против Вана и его клана. Канами говорит, что у них есть важная информация об этом событии, и они хотели бы провести с ними переговоры, или же они могут выбрать сражаться и умереть. Приятели Вайнера начинают смеяться над их предложением и говорят, что 8-й клан только берет и берет, и они убьют его всех и оставят одного плеваться выложить все, что им известно. После этого они все начинают драться друг с другом, а Руба начинает стрелять в них из своего пулемета, и все они тоже отбиваются. Рин забирает Канами и убегает на поиски сокровищ, в то время как Шука и Суи объединяются в пару, чтобы отобрать их количество и освободить их всех прямо там. Именно в этот момент Ван внезапно появляется перед Шукой Мин Эйр и разрывает ее цепи. Но Рюба вступает в схватку и начинает стрелять в него и говорит, что его настоящий противник находится прямо здесь. Он знает, что способность Вана позволяет ему телепортироваться в радиусе 5 метров, а также разрезать все, что находится в радиусе метра. Это означает, что он похож на фехтовальщика, способного мгновенно преодолевать расстояние в 5 метров. Так что если он сражается с расстояния 10 метров или еще больше, у него будет преимущество. Ван считает его слишком раздражающим для своего второстепенного персонажа и посылает нескольких своих людей, чтобы отвлечь его и заставить перезарядить оружие. Именно в этот момент он использует свою способность, мгновенно появляется перед ним и отрезает ему руку, делая его левшой на всю жизнь. Тем временем Канами бегает вокруг с Рин и говорит ей сосредоточиться на том, чтобы взломать код и выяснить, где находится настоящее сокровище. Он дает Рин немного времени на размышления и, немного поразмыслив, использует функцию глубокого поиска своих способностей и становится Эйнштейном. После того, как она заглянула глубоко в свою душу и проболталась на каком-то занудном жаргоне, она в конце концов разгадывает его и узнает, что означает код и где находится сокровище. После этого за пределами станции Ван готовится приготовить сашими и ликер из рыбы. Рюба думает, что он не позволит себя так унизить и покончит с собой вместе с Вангом и положит конец им обоим. Но как раз перед тем, как что-то может произойти, на сцене появляется Канами и говорит Вану остановиться. Он показывает ему ключ и говорит, что знает, где находится сокровище и что он хочет обменять ключ на свою безопасность. Ван смотрит на него и напоминает ему, что единственные сделки, которые они могут заключать, включают «бери и бери», поэтому они не позволят ему уйти оттуда живым. Рюви использует свой сигнал и выясняет, что Канами лжет и просто блефует, чтобы заставить Рюгу обратить на него внимание. Он думает, что это не сработает, и Ван должен заплатить, так как именно он убил своего младшего брата. Ван говорит ему, что он ему не верит, но Канами задевает его интересы, направляя пистолет на ключ и говоря, что уничтожит его, если он не примет его предложение. Ван говорит, что ему все равно, но Риова замечает, что Ван действительно заинтересован и лжет. Он говорит, что Канами может лгать, и Канами говорит, что ему придется поверить ему на слово, и что он узнал о сокровище, взломав код из колец. Изначально кольца указывают им на станцию Сибуя, но им нужен код бриллиантового кольца, чтобы узнать, где спрятано сокровище. Он говорит, что, кстати, код бриллиантового кольца 888 001 года. Когда вы разламываете его на две половинки, становится очевидным, что цифра 888 относится к статуе Хатика рядом со станцией, так как Хати означает 8. Он подтвердил это, проверив статуэтку и найдя там этот ключ. После этого он задался вопросом, для чего мог быть предназначен этот ключ, и, поразмыслив над кодом, понял, что он должно быть предназначен для сейфа в первом отделении Национального банка. Пока Канами объясняет Вану код, Реми использует свой символ и выясняет, что Канами вытащил эту историю прямо из своей задницы, и в ней нет ни капли правды. Но вопрос в том, купится ли Ван на это. Тем временем Ван задается вопросом, правда ли все это, потому что это звучит правдоподобно, но у него нет никаких доказательств, подтверждающих это. Затем он думает о вознаграждении за кольца в миллиарды иен и задается вопросом, что это может быть за сокровище. Должно быть, все это выглядит как изменение в сравнении. Кроме того, ходят слухи о том, что он получит особую привилегию за победу в турнире, и он заинтересовался этим. Он говорит Канами, что принял бы его предложение, но только если бы он сохранил свою жизнь и Рюбёза, то отказался бы от этой сделки. Канами говорит, что его это вполне устраивает, так как он объединился с ним только ради этого события, и для него не имеет значения, выживет он или умрет. Услышав это, Ван начинает смеяться и говорит Рюге, что он был никчемным до самого конца. Однако Рюга знает правду о том, что Канами лгал благодаря своей сигиле. Он замечает, что должно быть создает для него возможность уничтожить Вана и внутренне благодарит его. Именно в этот момент Канами бросает Вану ключ и говорит, что если он ему не доверяет, то может сам проверить ключ. Ван ни о чем не думает и идет вперед, чтобы поймать ключ, но Канами говорит, что все это было ложью, и это просто ключ к его разгадке. Скутер, и мы узнаем, что настоящий код был для шкафчика рядом с ним, и Канами использует этот момент, чтобы открыть его и закончить игру, найдя сокровище. Как только событие завершается, все телепортируются с места, что лишает их возможности двигаться, оставляя только Кануми и Да с коробкой внутри шкафчика. Он, наконец, вздыхает с облегчением и открывает коробку только для того, чтобы найти в ней
ней свой смартфон. Телефон внезапно начинает звонить, и он поднимает трубку, чтобы найти одного из администраторов D-игры на другой стороне. Парень представляется разработчиком интерфейса для приложения и говорит, что он является своего рода посредником, и рассказывает ему о наградах, которые он получил за завершение на сцену. Во-первых, он заработал 10 очков в качестве базовой награды, половину из которых распределил между своими друзьями. Он заработал дополнительные 1,237 балла за свое выживание, в результате чего его общая сумма составила 6,237 балла. Для справки, это составляет почти 4,2 миллиона долларов США. Помимо этих пунктов, ведущий говорит, что Konami получает привилегию исполнить одно из своих желаний. Но о невозможных вещах, таких как возвращение мертвых к жизни или обретение бессмертия, не может быть и речи. Он сразу же говорит ему, что хочет выйти из игры, но ведущий не позволяет ему этого сделать по той причине, что это противоречит его собственным интересам. Вельва говорит ему о двух разумных способах выхода из игры: завершить ее или убить его и полностью удалить игру. Выслушав все это, Konami задумывается о том, что он может попросить, чтобы помочь ему пройти эту игру без необходимости убивать или быть убитым другими. Какой-то ответ для других, присоединиться к игре, а затем подготовиться к тому, чтобы сделать его просьбу. Выслушав его, хозяин соглашается удовлетворить его просьбы и говорит, что в качестве подарка за прощение он даст ему имя своего символа – бога огня из железа. После этого он желает ему удачи и тоже телепортирует его. 2 месяца спустя новостные каналы выдают этот инцидент за террористический акт, который привел к разрушениям в этом районе. И говорят, что до сих пор не знают, что произошло на самом деле. Кроме того, Konami и другие его друзья не появлялись в школе уже 2 месяца, и толстяк Йода недоумевает, куда они все подевались. Он решает навестить Konami позже, чтобы обсудить планы на летние каникулы. Вернувшись в особняк Шуки, она рассказывает историю Суи о 3 пятлетах, которые ушли от своих родителей и решили жить отдельно в разных домах. Самый младший построил свой дом из соломы, а потом пришел волк, разнес его дом на куски и съел свинью. Дальше дело дошло до второго мальчика, который построил дом из дерева, поэтому он поджег его, а затем съел жареного поросенка внутри. Наконец он подошел к кирпичному дому с массивным молотком, проломил стены и съел последнюю большую свинью тоже. Суй отмечает мораль этой истории: несмотря ни на что, если ты свинья, тебя съедят заживо, так что не будь свиньей. Шука говорит, что она ошибается, и настоящая мораль этой истории заключается в том, что если они хотят купить дом, то должны сделать это сами. Постройте его из слабых материалов, таких как солома, дерево или кирпичи, но получите настоящее современное здание, которое можно назвать их замком. Пока мы все гадаем, что же это была за история, они начинают искать здания, которые можно было бы купить для своего клана. И задаются вопросом, не стоит ли им все-таки пойти и избавиться от 8-го клана, потому что они могут доставить неприятности в будущем. Тем временем к дочери Хираджи приходит человек из страховой компании, который выдает ей чек на 300 миллионов иен и выражает соболезнования в связи со смертью ее отца. Она отказывается принять это как факт и говорит ему, чтобы он уходил. Мужчина выходит, натыкается на Рин и спрашивает ее, не будет ли она настолько любезна, чтобы познакомить его с Konami. Но она говорит, что она не является его личным менеджером или что-то в этом роде, и он может пойти навестить его у себя дома. Сам клан. После того, как он уходит, дочь Хараджи выбегает из дома и случайно толкает Рин на землю. Она извиняется перед ней, а затем рассказывает о страховщике. Рин представляется информационным агентом по имени Аналитик и говорит, что если она хочет узнать что-нибудь о своем отце, то может связаться с ней. После этого дочь Харадзи Сузуми показывает ей чек и спрашивает, настоящий ли он. Она говорит ей, чтобы она отнесла его в банк и посмотрела сама, а также всем, кто интересуется, на сумму около 2 миллионов долларов США. С другой стороны, в боксерском клубе Данджо Рюба подлатал себя и отрастил руку обратно благодаря Киту, который является женой этого парня. Владелец клуба Данджо. Данджо говорит, что это было частью сделки, которую он заключил с Konami, а затем говорит, что его клуб – это обычное дадзё для кикбоксинга. Но в нем также есть около 26 игроков в D-Game. Кроме того, он присоединился к игре, чтобы получить силу сигнала, и теперь он достаточно силен, чтобы уничтожать танки и фигов один за другим. После этого они подходят к Konami, который выглядит немного измученным. Инукай помогает ему с тренировками, и Дандра говорит ему, что он выполнил их соглашение о том, чтобы исцелить Ругу и помочь ему стать сильнее. Так что теперь они могут поговорить о предложении, которое он сделал 2 месяца назад. Konami говорит, что его это вполне устраивает, и говорит, что как лидер клана он хочет официально заключить союз между их кланами. Дёинджер говорит, что его устраивают его цели и этика, но союз требует, чтобы от него выиграли обе стороны. Так что если он хочет сразиться с ним 1 на 1, чтобы понять, достоин ли он того, чтобы стать его союзником. В кои-то веки Konami испытывает восторг от предстоящего боя и принимает вызов. Тем временем Йода отправляется в дом Konami, чтобы встретиться с ним, но находит там ключ от 8-го клана. Он спрашивает его, не друг ли он Konami, и говорит, что хотел бы немного поговорить с ним. Вернувшись в боксерский клуб, Данджо и Konami готовятся сразиться друг с другом на подземной арене. Оказывается, Данджо занимает 4-е место в рейтинге D-Game, и он выиграл одно из главных соревнований. И получил привилегию проводить показательные матчи с сигналами в обмен на очки в его дадзё. Он кажется хорошим парнем, но он хочет убедиться, что Konami достойный союзник, и начать их поединок без ограничений. Единственные правила заключаются в том, что они должны свести ущерб зданию к минимуму и не убивать друг друга намеренно. С этими словами Konami начинает матч, активируя свою печать и создавая пулемет, но Дандре
набрасывается на него как бык и пытается похоронить его в земле. Приземлился на землю сильным ударом сверху. Канамэй отскакивает назад, чтобы увернуться от атаки, и вспоминает, как Пикколо тренировал Гохана. С этими словами он начинает отбиваться, бросая в него несколько ручных гранат, но Данжо проносится сквозь них, как гигантский чад, и выходит из дыма с еще одним тяжелым ударом, который разрушает пол под ними. Он продолжает убегать и пытается выстрелить в него из пистолета, но Данжо сокращает расстояние между ними и пытается выбить его пистолет. Канами в ответ создает клинок и пытается ударить его в ответ. Дандрё отскакивает назад и спрашивает, было ли это его секретным оружием, и Канами отвечает, что он получил гораздо больше от того, откуда оно взялось. После этого он создает пистолет-пулемет Скорпион и начинает безжалостно стрелять. Дандра прячется за своей цементной колонной и хвалит его за универсальность. Тем временем в зале присутствуют Инукай, Кит, Рюга и Рин. Рин отмечает, как Канами стал таким сильным за такое короткое время. А Рюба говорит, что он тоже не просто отдыхал, пока его рука заживала, и он познакомил Канами с торговцем оружием, чтобы заполучить это оружие в свои руки. Оказывается, Рин все об этом знает и говорит, что хотя это и хорошо, но Канами уже израсходовал все свои карты, а Данжо еще даже не активировал свой сигнал. Именно в этот момент опасность скрывается за массивным каменным блоком. Он поднимает его, бежит вперед, используя как щит, и бросает в Канами, чтобы тот упал. Канами падает, и Дёнджер использует этот шанс, чтобы забраться на него сверху и сказать, что это конец, но он создает гранату в своей руке и говорит, что он это сделает. Взорвите их обоих. Это заставляет Дейнджера ослабить хватку и активирует его сигнал, который делает его тело очень твердым. Внезапно граната взрывается, оказавшись светошумовой бомбой. Канами использует этот шанс, чтобы убежать от него, а затем направляет свое оружие ему в голову, говоря, что он готов к большему. Дэниел встает и говорит, что он признает Канами равным и соглашается заключить союз, но затем говорит, что похоже они оба хотят иметь еще немного веселья в этом бою. Именно в этот момент перед ними внезапно появляется девочка в маске лисы и убивает их обоих. Канами думает, что для него все кончено, но потом все кажется нормальным. Дёнджер, кажется, признает ее игроком первого ранга. Ли Юнь говорит, что это была ее атака энергетическим мечом. Лю говорит, что ей нравится Канами, и она хочет поставить на него во время последнего крупного события. Она говорит, что решила забрать его себе и просто похитила его из дадзё, лишив сознания его друзей с помощью техники энергетического меча. После этого инцидента Рин и Рюга возвращаются в дом Шуки и рассказывают ей обо всем на языке Суй. Будучи Дамиане, она говорит, что у нее нет никаких проблем с этим, и они пойдут и спасут своего лидера, и что она единственная, кто может это сделать. Пусть Канами будет и ее рабом/питомцем. Они все соглашаются и начинают преследовать их благодаря функции поиска на телефоне Шуки. С другой стороны, в машине Лю она связывает руки Канами и говорит ему, что хочет обучить его стать великим убийцей, потому что считает, что у него большой потенциал в нем самом. После этого она опускает глаза и говорит, что она происходит из клана убийц, которому уже 2000 лет. В последнее время ее клан ищет преемника, и она не будет возражать против того, чтобы выйти за него замуж, если уж на то пошло. Канами считает ее сумасшедшей и говорит, что она должно быть глупа, если думает, что он примет такое предложение. Шупа, в конце концов, это достаточно безумно, чтобы ему пришлось иметь дело с этим всю свою жизнь. Богатый старик, которого он видел раньше, оказывается ее дворецким Саймоном, и он говорит ей, что похоже за ними кто-то гонится. Лю использует телефон Канами, чтобы позвонить Шу, и просит его сказать им, чтобы они отступили, так как она уверена, что он знает, что они не могут победить ее. Она подносит телефон к его рту, и к ее удивлению он говорит им врезаться в них машиной или что-то в этом роде, но чтобы заставить их двигаться дальше. Машина остановится, несмотря ни на что. Лю говорит, что она не ожидала, что он окажется из тех, кто не знает, когда нужно остановиться, но это не то, что ей не нравится. Канами говорит, что он зашел так далеко, никого не убив, и он ни за что не станет подчиняться приказам того, кто знает только, как это сделать. Убивайте других. Затем он говорит ей, что присоединится к ее клану или станет ее мужем. Или что-то еще, если ей удастся выйти из этой ситуации без убив любого из членов своего клана закатных воронов. Тем временем Шука и остальные подъезжают поближе к своей машине, и Рин пытается сбить их одежду из снайперской винтовки, но они оказываются пуленепробиваемыми. И она говорит, что им все-таки придется врезаться в них. Затем она говорит Суи начать клановую битву против Лю, чтобы использовать режим скрытности в игре Ди, и они начинают приближаться к ним. Шука забирается на крышу машины со своими цепями и готовится вступить в бой, но Лю в ответ выходит и тоже забирается на крышу машины. Она начинает атаковать ее, но Лю останавливает ее своим энергетическим мечом. Но к ее удивлению, Шука сразу же выходит из состояния смерти, вызванного этой техникой, и продолжает сражаться с ней. Лю отражает все ее цепные атаки своим мечом, и они оба отступают после того, как дуэль заходит в тупик. После этого они оба продолжают сражаться друг с другом, и Шу удается заставить Лю упасть с крыши, но оказывается, что Лю сделал это намеренно, чтобы спланировать оружие в руках Шуки. Машину и заставь шину перестать вращаться. Рюба пытается вернуть управление машиной, но они начинают терять дистанцию. Шука подпрыгивает, но похоже у нее ничего не получится.
сдается, но тут Канами включает сцепление и бросает в нее пару контейнеров с жидкостью. Шука использует свои цепи, чтобы взорвать их, а Шода использует свою печать, замораживает шину Лю и заставляет ее взорваться. Обе машины останавливаются, и пассажиры выходят из них. Канами объявляет о своей победе, но Лю спрашивает, правильно ли это, потому что она прямо здесь, а Шука висит в отдалении. Но потом Саймон говорит, что они проиграли, потому что их машина сломана, и если он пойдет менять колесо, то Шука сможет свободно двигаться. А Лю я не смогу взять Канами без того, чтобы не убить ее. Лю чувствует себя немного разочарованным, но принимает это и объявляет о победе Закатного Ворона. Затем Канами говорит ей заключить союз с его кланом, если она хочет работать с ним, и она говорит, что не помнит, чтобы когда-либо обещала что-то подобное. После этого она говорит, что вместо этого присоединится к его клану и сама решит, что он достойный ее мужчина. Очевидно, что никто не рад этому, особенно Шука. Но наш человек, Канами, разрешает это при условии, что если она когда-нибудь предаст их, то сначала предаст его, прежде чем причинит вред другим членам клана. Лю обещает, и вот так Закатные Вороны получают Лю и Саймона в качестве своих новых членов. Поговори о том, чтобы стать Апихарамом. Тем временем Ван и его клан прибрали к рукам Йоду и лишили его способности играть на гитаре, отрезав ему все пальцы. Они записывают видеообращение и отправляют его Канами с просьбой встретиться с ними, иначе его друг потеряет способность ходить следующим. Канами получает это видео и полностью теряет рассудок. Он считает себя ответственным за похищение бедного Йоды, и теперь он потерял все свои пальцы. Как же он теперь сможет завести себе подружку? В ярости он начинает биться об стену, но Рюба успокаивает его и говорит, чтобы он думал об этом рационально. Они посылают Рин собрать информацию об убежище Вана, и она помогает своей подруге Катори из клана Ледяной Короны найти их. Катори рассказывает, что они прячутся на складе недалеко от залива, и у них осталось от 12 до 15 членов клана. Среди них лидер Ван и Ки, известные пользователи сигилов, в то время как Сиг огненного демона нигде не было видно. Архайм задается вопросом, действительно ли Хараджи все-таки уничтожил Сига, а затем возвращается на свою базу, чтобы разработать план. Прежде чем она уйдет, Катори вместо того, чтобы набрать очки, просит о просьбе и говорит, что хочет присоединиться к их клану. Райан говорит, что по ее мнению это было бы неправильно, но она все равно передаст эту просьбу лидеру. Позже тем же утром Ван ждет прихода Канами и смотрит на своего толстого друга, который плачет на полу, обхватив себя руками без пальцев. Он говорит, что знает, что Канами мягкотелый человек, который не позволит никому другому умереть из-за него. Так что даже не имеет значения, если это толстяк какой-то незнакомец, который он даже не знает его. Внезапно появляется один из членов клана и говорит ему, что они окружены полицейскими и командой спецназа. Ван задается вопросом, почему здесь находится пушечное мясо, и посылает Ки разобраться со всеми ними. После этого он сам идет к заднему входу и делает сашими из копов, пытаясь прокрасться сзади. Тем временем Шука следует плану и молча бросает телефон перед Йодой. Канами звонит с другой стороны и говорит ему нажать на ссылку, чтобы присоединиться к игре Дарвина, и сделать это, даже если ему придется использовать свой язык, нос или ноги. Йода пытается, но в итоге случайно прерывает разговор. После этого он делает еще несколько попыток и, наконец, нажимает на ссылку и получает собственный сигнал. Оказывается, что это его способность перемещать предметы с помощью разума, и он использует ее, чтобы освободиться. Вскоре один из членов клана подходит к нему, чтобы сбить его с ног, согласно приказу Вана, но Йода швыряет его как тряпичную куклу. И думает, что Канами, должно быть, имеет «я хотел, чтобы он использовал эту силу, чтобы сбежать». Он начинает сеять хаос внутри, пока не заходит Ван и не показывает ему, кто здесь настоящий босс. В то же время Канами думает, что Йода ничего не смог сделать, и решает протаранить машину внутри здания и спасти его силой. Они высаживают Рин и Сви и едут прямо к входной двери, но затем останавливают ключ, стоящий там. Оказывается, на их стороне также есть Имукай для подстраховки, который выходит и говорит, что возьмет Ки на себя. После этого Рюга и Канан могут войти и спасти Йоду. На улице Инукай встречается лицом к лицу с Ки и говорит, что знает о нем все, и что он был полуфиналистом всеяпонского чемпионата по карате. И он бы тоже победил, если бы случайно не убил своего противника во время матча. Затем он говорит, что сегодня убил полицейских Сони и не понимает, почему такой человек, как он, решил сыграть роль комнатной собачки Вана. Ки говорит, что он не может понять, насколько великим человеком является Ван, и объясняет, что после того, как произошел этот несчастный случай, на него стали смотреть как на преступником со стороны семьи своего оппонента. Он бросил заниматься карате, но боль так и не прошла, и именно тогда Ван помог ему. Он пришел к нему и поделился с ним своей мудростью из руководства Ван Чанга по Сашими 101 и сказал ему, что ему больно, потому что он убил только одного человека. И в подобных ситуациях он должен убивать больше, и эта смерть разбавит смерть. А потом, когда он начал играть в Ди-игру, его боль и агония исчезли, как и сказала ему Ванга. Поговори о том, чтобы иметь кирпичи вместо мозгов. Выслушав его тупой вопрос, Кей отмечает, что его IQ упал на 2 пункта, и он решает просто уже вступить в бой. Он официально бросает ему вызов с помощью игрового приложения и начинает бой ударом ноги, но
Ки блокирует его ударом силового поля. Инукай отскакивает назад и задается вопросом, насколько силен этот парень, а затем надевает свои жвалы и активирует свой собственный сигнал. Оказывается, его сигнал сверхскоростной, так что он надевает свои жвалы и делает полную восьмерку кслов на заднице Ки своими быстрыми боевыми искусствами. Тем временем Рэм убивает некоторых членов клана и помогает Суэди использовать свой сигл и перемещать воду из океана, чтобы Шода могла заморозить оставшихся члены, покрытые льдом. После того, как они разберутся с пушечным мясом снаружи, они движутся к точке Б, и похоже, что они одержат полную победу над остальными членами клана. На этот раз 8-й клан. Пока все это происходит снаружи, Канами и Рюба сталкиваются лицом к лицу с Вангом и некоторыми из его людей. Они спрашивают его, где был Йода, и Ван говорит, что он уже отправил своего друга обратно. Затем он говорит ему обернуться и посмотреть. Канами оборачивается и видит позади себя коробку, из которой течет кровь. Он открывает коробку с ужасным выражением лица только для того, чтобы обнаружить внутри отрезанную задницу Йоды. Он начинает оплакивать своего друга, а затем вспоминает всех людей, которые погибли на его глазах. Он внезапно перестает плакать, и Ван думает, что наконец-то сломил его. Он возвращается и говорит своим людям прикончить их, потому что это уже не весело, но потом Канами внезапно поворачивается и стреляет в своих людей из пистолета, отмечая это как свое первое прямое убийство в серии «Так что далеко». Это всех удивляет, и Канами говорит, что сначала он думал, что все участники игры были вынуждены убивать, потому что иначе они умрут. Но на самом деле Уа и его люди были просто человеческим мусором, который убивал бы других независимо от того, играют они в игру или нет. Осознав это, он отпускает свою мягкую натуру, и Колу убивает еще пару человек, прежде чем сказать Вану, чтобы он пришел в себя и начал серьезно драться. Ван раздражается из-за его уверенного выражения лица и прыгает прямо на него со своими способностями, но получает удар ножом в спину от Шуки. Она говорит, что он пони с одним трюком, который умеет сражаться только с помощью одной и той же захудалой комбинации, и заманивает его на крышу. Тем временем люди Вана окружают их с оружием, но Канами прямо сейчас одет в свою сюжетную броню, и мы все знаем, что это значит для него. НПК на другой стороне. Он убивает их как сельскохозяйственных животных, а затем позволяет Рюге прикончить всех, кто остался. Это один из самых ярких моментов, когда мы видим потенциал убийцы внутри Канами, о котором говорил Луис. С другой стороны, Шупа запрыгивает на склад и прячется от Вана. Вино спускается вниз и зовет ее плохим маффином Канами. Услышав, как он выплевывает свои отвратительные фантазии, Шука выходит и спрашивает его, не разозлила ли его мама и не забыла ли она спустить воду в туалете. Наблюдая за тем, как она пачкается перед ним, Вонг говорит, что он тоже провел свою изрядную долю исследований о ней, и что она находится в очень тяжелом состоянии. Злопамятный, как и он сам. Он говорит, что Сигел позволяет ей контролировать свои цепи, а затем прыгает вперед, чтобы атаковать ее в лоб. Шука атакует его своими цепями, но он просто перерубает их своим сигналом. Но затем, вместо того, чтобы идти вперед, он падает лицом вниз на землю и, посмотрев вниз, замечает, что его отрубленная нога лежит на полу. Он начинает плакать как сука и говорит, что убьет ее, а затем использует свою технику телепортации и появляется позади Шуки. Затем он использует свой сигнал, чтобы убить ее, перерубив ей шею, но вместо этого падает назад, положив свою собственную руку на пол, и задается вопросом, что же произошло. Он начинает лихорадочно соображать и думает, не является ли это какой-то ошибкой в игре, или у нее есть какой-то новый сигнал, который превосходит его собственный. Собственный сигнал отключения пространства. Шупа оборачивается и спрашивает его, готов ли он потерять последние две конечности, которые у него остались. И он замечает, что все склад покрыт проволочными ловушками. Шука рассказывает, что она заранее установила эти тонкие прочные провода, и именно сам Вонг отрезал себе конечности, когда приблизился к ней. Он говорит, что проволокой невозможно прорезать кости, и она говорит, что это правда, но ее серп. Это способность контролировать любую похожий на проволоку материал, включая нити и ее цепи. И она использовала его для вибрации струн, как электрический лобзик, чтобы разрезать его как масло. После этого она связывает его проволокой и спрашивает, готов ли он умереть. Но Ван использует свой секретный ход и меняется местами с Шукой, заставляя ее войти в проволоку, освобождая себя. Но, как оказалось, это не имеет значения, потому что именно она держит концы проводов, и чтобы наказать его тупую задницу, она отрезает ему и вторую ногу. У Шуки осталась только одна рука, и он идет к нему, чтобы разрубить его на куски. Он использует свой сигнал в полную силу. И в первый раз в своей жизни умудряется телепортироваться в небо на 100 метров. Затем он снова использует свою способность, чтобы остановить падение, и радуется тому, что он все-таки главный герой игры, и ему удалось избежать смерти. Но затем он с ужасом поднимает глаза, когда Руга и Канами подходят к нему и спрашивают, готов ли он умереть. Ван начинает писать в штаны и говорит, что признает свое поражение, и отправляет Канами более 18 сотен очков. К несчастью для него, Канами говорит, что этого недостаточно, чтобы отпустить его живым, и рассказывает, что он использовал свою привилегию, чтобы получить доступ к специальной покерной функции, которая позволяет ему поставить свои фишки на бой и изменить свою ставку в любой момент во время матча. Затем он объясняет, что это похоже на покер, где если он делает ставку all-in, его противники вынуждены соответствовать ему, и в этой битве он выиграл более 8 очков, что означает, что его клан проиграл. Он получает все очки от всех членов 8-го клана, что делает их полностью разоренными. И как мы все знаем,
знаем, согласно теории Дарвина, эволюция – это вещь, а в наше время деньги говорят сами за себя. Когда у него совсем не осталось очков, весь его клан проигрывает игру, и все они телепортируются на помощь по частям. Несколько дней спустя после всех этих махинаций закатные вороны покупают огромное здание для своего клана и начинают завоевывать окружающие территории в качестве своей территории. Они захватывают всю территорию Вана и даже небольшие участки уничтожеств и заявляют, что любой, кто играет в игру Дарвина на их территории, будет уничтожен. Быть убитым ими. Они убивают только в случае необходимости и оставляют нарушителей в живых с пожизненными травмами, чтобы распространить свое послание. И вскоре их влияние распространяется за пределы Сибуи и распространяется по всему региону Канто. Это первый шаг Конами и Шуки к тому, чтобы положить конец этой сумасшедшей игре